Мир предлагает нам бесконечное море возможностей для самовыражения. Почему же некоторые из нас из раза в раз выбирают горы? Зачем в этом году я снова еду на Памир? Чтобы попытаться в очередной раз взойти на пик коммунизма, семитысячник, высшую точку бывшего СССР? Нет, мне кажется, для чего-то другого. Меня с каждым годом все больше и больше тянет в горы. Почему? Хороший вопрос. Мне кажется, что в этом году я вплотную приблизился к ответу. В первой серии про туристов я уже начал рассказывать вам о том мире. Давайте продолжим. Спасибо, что решились разделить очередное путешествие со мной. Обещаю, будет интересно. Привет, братцы! Поход в большие горы начинается, как правило, в одном и том же месте, вот здесь. И, как всегда, этот момент волнительный. То с работы не можешь вырваться, то дорогу перед домом перекопают и такси не может проехать. Но когда мы оказываемся в аэропорту, в самолете, а еще лучше на тропе, мы получаем те эмоции, за которыми мы сюда едем. Поэтому... Вылетающий в Душанбе. Выход на посадку номер 3. Приготовьте, пожалуйста, паспорт и посадочный талон. В клятве новичка-альпиниста есть такие строки. Если работа мешает горам, бросайте такую работу. И как бы часто не хотелось забить на все и поступить в соответствии с клятвой, зачастую приходится делать наоборот, откладывая поход в горы до лучших времен. Так получилось и в этом году. Мне удалось поехать на Москвина на 2 недели позже, лишь на второй рейс вертолета. Стоит судьбе отдать должное. Чудеса начали случаться сразу, будто бы в награду за 2 недели воздержания. Во-первых, вместо утомительной поездки в Джигиталь на пыльном автобусе меня сразу же загрузили в вертолет, следующий по маршруту Душанбе-Поляна Москвина. Во-вторых, с нами в вертолете летел Андрей Целищев, самый молодой альпинист, выполнивший норматив снежного барса в 22 года. Участник траверса Победа Хантенгри с Валерием Хрещатым, Тхаулагири с Анатолием Букреевым, Эверест в составе команды «Экспедиция мира» и много других знаковых восхождений. Конечно, с Андреем я познакомился и взял у него интервью. Давайте сейчас я покажу его альпинистскую книжку, а интервью оставим для следующей серии. С 80 какого года? Что вот? Ну, начало, да. Начало 79-й, наверное, или 80-й, может. Раньше же 80-й. не пускали До 16 лет. И потом вот надо было постепенно 1А. Система разрядов. Замок, я там был. Ну и подготовка, соответственно, тоже такая. У всех была более серьезная. Ну да, сейчас-то что? 10 дней и все. 70 тысяч заплатил и на Эверест дошел.
Тут женщина недавно за 92 дня все 14 сходила. ну Восьмитысячника. это Харила, Но она норвежка. на кислоте, на Ну, кислороде. это понятно. Да. Ну, хотя что понятно, почему бы и нет, если Ну, подготовка хорошая. Все, начало. Ну вот первый вот пик Ленина. Первый, тут же второй следом. Там юго-западный Памир пошел. Карла Маркса. Раритет. Тут уже печати пошли. А здесь не было? Ну здесь подпись Римского, ну как бы она выше печати. Ну он тренер, старший тренер Казахстана. Ну, СКА Сало раньше была такая команда. 12 СКА Сало. Ну и сборная Казахстана, и в общем-то и сборная России тоже. Угу. Здесь я уже вклеил эти листочки. Это, кстати, вот зашли на Ленина за день здесь мы. В 87 году. Скайранинг уже, да? Ну, не то чтобы Это какой, 86-й? Ну, это 86-й, 7-й. С Букреевым ты пересекался? С Букреевым ходили много, конечно. Ну, в Алмате же жил долго. Вот за день на Ленина. Там и новый маршрут на коммунизм сходили. Да. Гриша Луников, руководитель был. И потом вылетели, время есть свободное, погода хорошая. Давай за день попробуем. Ну давай, ну сходили. В 4200 и на 4200. Это вот второй снежный барс, 88 год. Ну, здесь пошли Ренир перед подготовкой к Эвересту. Эверест, какая у нее категория записана? Ну, я не знаю, какая категория. Это вы ходили по Ну, классике? через или- Северное седло. Да, по классике, Мгм. конечно. Там большая экспедиция была. Экспедиция мира. Америка, Китай и Советский Союз. Последний год Советского Союза, 90. Успешная экспедиция. Самая большая, самая дорогая на тот момент. Ну и самая успешная была. Зашло. Боюсь соврать, ну 23, наверное, или 24 человека дошло. Из них и без кислорода зашли, по-моему, пятером из Советского Союза и один американец. Все произошло настолько стремительно, что выполнить условия народной приметы, выпить 50 грамм, чтобы благополучно долететь вертолетом в базовый лагерь, никак не получалось. Дима, ну это прямо с бала на корабль. Друзья, обратите внимание, что в этот раз я не выпил ни грамма. Мы еще и не взлетели. Это настораживает. Да. Мы еще не взлетели. Че, у кого-то есть что-то? Ну, Балтик уже загрузили где-то. Быстро пригубить. Ну ладно. Посмотрим. Проверим судьбу на прочность. В третий раз я лечу над этими горами. В третий раз вертолет втискивается в узкое ущелье между пиком Кубертена и пиком Евгении Корженевской. В третий раз чуть-чуть не задевает колесами Сираки на леднике Вальтера. В третий раз садится на бетонную площадку. В
в третий раз я выпрыгиваю из вертолета под шум винтов. И меня встречает ставший родным лагерь на Москвина. Солнцем, улыбками и пьянящим разреженным воздухом. Прошлое остается в кабине вертолета, горный мир принимает меня, и я медленно становлюсь его частью. Прикинь, я сегодня в 3 часа ночи только прилетел. Да? Да, и сразу на вертолет. Вообще ждали. Вообще, оказывается, это все твои клиенты здесь Да. собрались. Такие, я вот буквально вчера... Герой. Да? Ага. Ой, плохой мешок попался. Ну что ты делаешь-то, а? Куда, хлеб? Не успели выгрузить. Да, с манной кашей кормят. Это сервис. Только жрать не охота. Кому как. Не буду в очередной раз рассказывать вам про лагерь. Кому интересно, смотрите сериал 21 года «Хромой и Корженева» или прошлогодний «От Корженевы к коммунизму». А лучше и тот, и другой. Ссылки есть в описании. Скажу только, что полный пакет подорожал на $600 и стоит теперь 3500. Инфляция. Чё колдуете? Порядок наводит? Инвентаризация. О, нифига, зеленый перец есть. Чтобы. Это прям. А, это вот такой. Я уже профессионально там, типа, дорожком. Вот нашим зрителям мы сейчас покажем, какой тут стал порядок. Помните, как тут все было навалено и стоял один ящик с замороженным мясом? А сейчас все подписано. Вот овсяночка, рис. Саша укладывает каждую перчинку с прокладочками. Помидоры все уже уложены. Заценили? Огурчики. Вот это все потому, что у нас приехал грамотный завхоз. Знакомьтесь, Баир. Люблю порядок, чистоту и... Нет, тоже не она. Тоже тонкий ручной. Дрова сожгли все? Да нет, 2 раза всего лишь сауну топили. Так что дров полно, еще хватит на сезон. Хлеб вот так хранится. В этом году лагерь открыт с 10 июля. Большинство из тех, кто залетел первым рейсом, успешно сходили на Корженеву и теперь отдыхают в ожидании, когда гиды провесят перильные веревки на ребре Бородкина и распечатают пик коммунизма. Блогер, давайте таскайте там, снимайте. Погода уже несколько недель стоит на удивление стабильная. У Руслана большая группа, 10 человек. Миша, Надя и сам Руслан акклиматизировались на пике Ленина, сходив на 6100 на раздельную. Вершина чистая. Вершина ждет. Понятно. Только чего она ждет? Это как бы загадка. Это как бы загадка. Катя, давай! Вот подходит, кстати, Герман. Ага, Герман. Подходит, по-моему, Денис, да? Герман, а выше Денис. А за ним это другой, не с нашей группы. Где у нас Слава с Наташей? По-моему, вот это Слава идет. В белой каске. Остальные сходили на Корженеву, поэтому завтра всей толпой готовы выходить на коммунизма. И я с ними в этот раз не попадаю. С одной стороны жаль, с другой будет новый опыт походить одному или в небольшой группе. Пока, счастливо. Удачи на горе. Будем на связи, снимай.
А я сейчас вас догоню. А, ну туда, кстати. Только палки заберу. Я вызвался проводить группу Руслана до вертолетки, чтобы поснимать завязку новой истории. Кто знает, как сложится их восхождение. Но вы скоро узнаете. В одном из эпизодов этого сезона я планирую рассказать вам об этом на основе фото и видеоматериалов, любезно предоставленных Русланом и участниками его команды. Вот так, братцы, проводил я группу Калунина на вертолетную площадку. Они ушли на восхождение. А я остался один. Правда, на завтра мы договорились с Сайком сходить на пик Воробьева вместе. Ну, а потом придется искать кого-то, кто не составит компанию. Иду, а тут мне встречается Саша Семенов. Куда это он направляется? Привет. Салам алейкум. Куда пошел? Пошел пока на вертолетку. Гуляю. Ясно. Я тут иранца встретил. Говорю, ты один? А, он ушел все-таки? Он говорит, один. Ёлки-палки. Он же хотел с Надей, там, с ее командой идти. Вот. Он Ну, говорит, я с ним поговорил, в общем, опять начинается. То есть, у него есть акклиматизация на Дымовенде, говорит. какая 5000. Да. Есть акклиматизация на Корженевской. А, у него? Да, 12 лет назад. А, Надеется на нее и решил сходу зайти на коммунизма. Поговорил с ним, я говорю, я быстро хожу, он говорит, я медленно. Ну, будет до победного, короче, идти. Тактика у него зацепиться за группой и идти по следам. Ладно. Что будешь делать, когда в трещину попадешь? Говорит, у меня веревка есть. Я говорю, там трещины широкие. Говорит, я вас позову на помощь. Вообще беда какая-то с ними, я не знаю. Наивные идут. Но вроде по снаряжению более-менее подготовлен, в отличие от прошлых наших коллег. Но, блин, я не знаю, что делать. Вообще ничего не действует. ну ладно. Но я завтра убегу от него. Будешь До выручать. груди. Поэтому он меня точно не догонит. Ладно, друзья, подписывайтесь, будет интересно, я чувствую. Да. Смотрите, следите. Город всегда интересно. Ну ладно, а я пошел на ужин. Ну давай, счастливо. Ага, пока. Для тех, кто не смотрел популярное видео, как Саша Семенов с Баиром спасали иранцев, оставлю ссылку в описании. В этом году тоже не обошлось без спас-работ, поэтому подписывайтесь и смотрите. У вышеупомянутого иранца мы еще возьмем интереснейшее интервью. Не зря я вернулся к ужину, да? Сегодня мясо. Плов? Ого! Вот это да. Поэтому Баир и не пошел на гору, потому что сегодня плов. Приготовить плов в казане на высоте 4360 метров на 70 человек – та еще задачка. Дело в том, что температура кипения воды на этой высоте 85 градусов по Цельсию. Соответственно, и рис, и овощи варятся вдвое дольше. Задачка сложная, но не для нашего повара. Асан уже второй год готовит нам замечательный плов и другие блюда на мангале. И если вы хотите посмотреть отдельные видео с кулинарными рецептами, напишите об этом в комментариях. Я обязательно сделаю цикл коротких видео с рабочим названием «Высокогорный казан». Плов съели. Настало утро.
Но Айк отказался составить мне компанию, решив, что акклиматизироваться на Корженеве удобней. И я пошел на пик Воробьева 1. Hello, Paul. How are you? Not too bad, how about you? Fine, thanks. I'm going to Воробьева Peak. Oh, that's nice up there, I like it, yeah. Good to see you again. What a surprise when I came down yesterday, you're here. Yeah. Good. Yeah. It's a nice place here, I like this Muscovy Glade. Yes. Okay, Are you gonna take night on yes. near top Yeah, and that's right. Back. Yeah, it's good for acclimatization, that's what I did. It's very peaceful up there too. No, yeah. Thank you. All right, Bye. so have a good time. Итак, в 9:48 я вышел на пик Воробьева. Пол пожелал мне удачи. Значит, будем надеяться, что с погодой повезет. Погода на самом деле чудесная. Ни ветерка. Правда, облачность собирается. Но будем надеяться, что рассосется. Как только я оказался в 300 метрах от нашего лагеря, один на тропе, вот я почувствовал теперь, что я иду один. И сразу же меня посещают мысли о плюсах и минусах одиночного похода. Ну, минусы, они, наверное, всем очевидны, поэтому проговаривать их здесь я не буду. А вот какие же плюсы? О, что-то гремит. Это, наверное, самолет. Ну, во-первых, ты ни от кого не зависишь. Вот сколько ходишь, вот столько вышел. Где хочешь, остановился на привал. Я ведь по большому счету еще никогда не путешествовал в какие-то серьезные места один. В Непале у меня был Уанчу, мой портер и гид. Походы в лес по Уралу не считаются. Поэтому сегодня, наверное, будет первая попытка по-настоящему понять, что такое плюсы и минусы одиночного похода. Еще один плюс, что тебе не надо ни под кого подстраиваться, ну, в плане какой-то коммуникации. Ведь в групповом походе рядом такие разные люди, лица, с некоторыми может быть тебе комфортно, с некоторыми нет. Тебе приходится тратить время, силы, мысли, чтобы подстраиваться под команду, чтобы команде с тобою было комфортно. А когда ты идешь один, все это время ты тратишь на свои мысли. А вы, как считаете, любители путешествовать в одиночку и не только? Какие, на ваш взгляд, есть плюсы у одиночного похода? Пишите в комментариях к этому видео, обсудим. Ах, да, вспомнил. Еще один основной плюс. Это когда ты идешь один, ты можешь остановиться
когда хочешь, и поснимать красоту. И показать ее вам, мои дорогие зрители. О, какой тут был вчера ручей. А сегодня тоненькая струйка. Вот она, вертолетная площадка. Дошел за 2 часа 10 минут. Вот он еще один, то ли плюс, то ли минус одиночного похода. Получается медленнее. Сейчас отдохнем, пополним запасы пресной воды и пойдем на пик Воробьева. Вот идет маршрут по этому гребню. Главное не поднять муть со дна. Вот, теперь у меня будет литр чая. 12:40. Пора вверх. Высота по альтиметру 4567 на моих часах. Начинаем подъем. В 100 метрах от вертолетки есть офигенно чистый ручей. Не поленитесь, наберите вкусной проточной воды. 14:01. Набрал за час 168 метров. Блин, таким темпом еще не меньше 5 часов ползти. Сел отдохнуть, посушиться и погреться на теплых камнях. Напротив ребро Бородкина. И груди закрыты чуть-чуть облачками. Вот Кубертена. А нам туда. Отдохнул 20 минут. Полезем дальше. Подъем на пик Воробьева лучше осуществлять по гребню, который расположен справа от ручья, если идти вверх. То есть орографически это будет слева по течению. Там подъем менее крутой, кое-где даже угадывается тропа, и что самое главное, после высоты 4800-4900 начинают попадаться места под палатки. Насколько я узнаю завтра, с противоположной стороны ручья все гораздо хуже. Вот что значит не хватает акклиматизации. Каждый шаг дается с трудом. Даже на 4800. Вон еще куда идти. К вечеру небо стало хмуриться и полетел снежок. Пять вечера, высота 5100. Начинаем искать приличное место под палатку. Вот
Вот это, кажется, подойдет. Сейчас от тебя камушки уберем. Фу, самое то. Ого, там снежок херачит. А тут солнышко. Прикольно. Кстати, эту китайскую палатку я приобрел на Озоне где-то за 6000 рублей. Вес 1,3 килограмма, снежная юбка. И что самое интересное, она неплохо себя показала. 18:26. Палаточка установлена, вещи размещены. Теперь надо погреться, чуть-чуть отдохнуть. Давайте посмотрим, как тут у нас уютно. О, ништяк. Тепло. Красота. Один случай расскажу. Как долбит горняшка. Поднимаюсь сейчас, ну где-то высота 4800, 4900. Солнышко зашло за тучку. Вот. Я с ужасом обнаруживаю, что забыл очки на последнем привале на камне. Начинаю лихорадочно ощупывать. Тут нет, там нет. Останавливаюсь, снимаю рюкзак, проверяю кофр, из-под очков он пустой. И с ужасом понимаю, что нужно спускаться метров 100-150, потому что там наверху снег и без очков идти нельзя. И вот когда это сознание поселяется в моем мозгу, я обнаруживаю, что очки у меня одеты на глазах. Круто. Видите, какой тут контрастный переход. На вертолетке утром была одна красная палатка, сейчас 3. Не иначе, как кто-то пошел на маршрут на коммунизма. Горняшка все-таки плющит. Вот, но надо согреть супчика и затолкать в себя, потом поспать. Готовим. Будет вкусно. По ощущениям, ночь прошла быстро. Выспался хорошо. Позавтракал, поснимал, как группа восходителей из 5 человек медленно ползет по подушке, самому опасному участку на коммунизма, обстреливаемому лавинами и ледовыми обвалами. Полюбовался рассветом, вертикальной стеной коммунизма и тем, как тень от нее постепенно движется вниз по ребру Бородкина, предоставляя солнцу его ослепительно белые склоны. (6:23). Выходим.
Воробьева. До вершины оставалось около 500 метров по вертикали. Как идти на вершину в лагере никто не знал и вчера мне не подсказал. Но Костя Смирнов как-то давно рассказывал мне, что он поднимался на Воробьева слева от ручья. И я решил идти по левому гребню. Перешел заснеженный кулуар и начал подниматься к снежной шапке. Кошки у меня, слава богу, были с собой. Но дойдя до белой зоны, оказалось, что это совсем не снег и не фирн даже, а лед, по которому без ледоруба было идти опасно. Вернее, подниматься еще можно, а вот спускаться с палками и без ледоруба одному... Ледоруба у меня не было, и я решил не рисковать. Особо я не расстроился, ведь у меня с собой был мой друг Мартин. Так я назвал свой новый DJI Mini 3 Pro, который пришел на смену дрону, отданному в прошлом году в жертву Корженеве. Если не смотрели, посмотрите обязательно, ссылочку оставлю в описании. Если что, Мартин – это не гусь с одноименных семечек. Мартин в переводе с английского означает «ласточка». Поэтому прошу любить и жаловать. Мартин помог мне снять много часов полетов над Памиром. Так что если хотите, чтобы я смонтировал многочасовое 4К Cinematic видео со спокойной музыкой для релакса, пишите в комментариях. Обязательно сделаю, ведь на горы можно смотреть бесконечно. Так вот, как вы уже видите, пока я тут болтал, Мартин помог мне побывать на вершине и сделать вывод, что мое решение не рисковать было правильным. Помимо того, что можно поскользнуться и улететь на спуске, вот тут можно ёбнуться вместе с карнизом. Не находите? Ну ладно, летим вниз. После разведки дроном этого маршрута решил спускаться вниз. По правой стороне ручья спускаться очень круто и небезопасно, поэтому я перешел на ту сторону, по которой поднимался. Но на гребень вылезать было неохота, и я спустился по кулуару. Стремно, но зато быстро. Солнце уже припекало, поэтому лавины одна за другой громыхали со стены. Я поковылял в базу, думая по пути, где же продолжить акклиматизацию. Я рассуждал так. Цель этого сезона у меня коммунизма. Поэтому логичней занести заброску на груди,
переночевать там пару ночей и спуститься в базу на отдых. Однако все мне рекомендовали акклиматизироваться на Корженеве. Да и шастать одному взад-вперед по подушке не очень хотелось. Поэтому следующим утром я вышел акклиматизироваться на Корженеву. В очередной раз пришлось вернуться. Забыл палки. В прошлый раз это привело к потере дрона. Возврат. Тогда еще Руслан вернулся. Сейчас надо быть аккуратней. Вы скажете, это суеверие. Но я вам отвечу. Под огнем в окопах не бывает атеистов. Или как там, в лисьих норах. Ладно, держите за меня кулачки и ставьте лайки, чтобы все прошло удачно. Вышел рано, поэтому буду сейчас показывать вам красоту. Прикиньте, а 2 года назад тут приходилось идти в кошках. Вот что значит глобальное потепление. Вот это тишина, ни единого ветерка. Вы спросите, почему же я выбрал Корженеву? Там же небезопасно, камнепады, трещины и карнизы. Дело в том, что коммунизм в этом сезоне был объявлен спортивной горой, и полный пакет на него не распространялся. А вот на Корженеве стояли палатки в 1-м, во 2-м и в 3-м лагере. Маршрут обработан, было провешено, наверное, 20 перильных веревок. В каждом лагере дежурная таксая. Ну, в общем, только на гору за тебя не ходит. И я решил воспользоваться этими благами цивилизации. Так, интересно, как к тому флажку пройти? Крутенько. Кошки бы тут не помешали.
Ледник Москвина промаркирован, и если вы не потерялись, проходится за 15-20 минут. Вот я и выбрался на плато ровно за час. Сейчас отдышусь и попробую рассказать вам, что из себя представляет маршрут на Корженеву в этом году. По информации начальника лагеря, на маршруте расположены 3 лагеря на 5100, на 30 лежачих мест, на 5600, тоже где-то на 25, и на 6300, на 20 мест поставлены палатки. Маршрут, как вы видели, весь промаркирован. В опасных местах повешены перила, и по мере вытаивания гиды их укрепляют вновь. Вот. В каждом лагере дежурит специалист, человек от ОКСА. Кстати, в 3-м лагере пока дежурит Саша Мороз, поэтому надо спешить быстрее, чтобы взять у него интервью. Вот. То есть тебе не надо тащить палатки, благодаря чему вот я сейчас вышел, у меня рюкзак весит всего 20 килограмм. Это с бутылкой воды литровой, термосом и всеми камерами, дронами и прочими батарейками. Вот. Это, конечно, большой плюс. Поэтому Корженева усилиями ОКСА, видимо, становится самым доступным семитысячником, ну, за исключением, правда, что редко летающего вертолета. Вот. Но это все по информации начальника лагеря и других вернувшихся с горы. А мы с вами сейчас идем туда, чтобы посмотреть на это своими глазами. Вот она тропа. Вон вдали вершина. Корженева ее не видно за вот тем гребнем. Маршрутный пик коммунизма по-прежнему в этом сезоне является спортивной горой. Хотя маршрут пройден на сегодня 4 восходителями. Это 3 гида и 1 клиент немец. Вчера они зашли на вершину в 9 утра. Но никаких стационарных лагерей, дежурных и прочей халявы на коммунизме нет. Как сказал Здравка, это неокупаемо при текущем количестве народу содержать весь этот персонал, палатки, веревки. Поэтому, когда будет, говорит, 500 человек желающих, вот тогда сделают коммунизм более доступной горой. Ну а мы с вами пока направляемся к нашей первой цели. Вернее, к 3 целям на текущий выход. Лагерь 1, лагерь 2 и лагерь 3. И к 3 акклиматизационным ночам. Как вам тут? Нравится? Красиво? К сожалению, движения в кадре будет немного, потому что я иду один. Оставить камеру на штатив, возвращаться,
проходить уставшей походкой, тяжело вздыхая около этого штатива, мне кажется, стрёмно. Это не мой формат. Нечестно это. Станиславский бы сказал: не верю. Вот так-то лучше. FPV от первого лица. Вот сейчас нам с вами нужно будет спуститься по этой тропинке и подняться вон на тот перевальчик. Поджидает вот такая речка. Так что если вы забыли набрать воды или всю ее выпили, можно здесь пополнить запасы. Утром будьте осторожны, так как камни покрыты льдом и очень скользкие. Ну все, пошли дальше. Скользко. Подъем после речки довольно крутой, и на тропе кое-где нужно быть осторожным, чтобы не спустить на внизу идущих камни. Вот, ребята, мы вместе с вами выползаем на первый перевал. Классно, красиво. Сейчас я вам покажу все вокруг. Ништяк. Из-за этого стоит сюда приехать. Ну все, отдыхать не будем. Двинули дальше. Сейчас нас ждет самое интересное. Ну вы, конечно, там себе чаек заваривайте, отдыхайте. А мы с вами пойдем наверх. 9:03, высота 4637. Так, веревочки пошли. По пути на перевал провесили 4 коротких веревки. В сухую погоду, конечно, лучше обойтись без них. Ну или довериться этим веревкам. Кто знает, как она там наверху закреплена. Да. Тут надо веревке доверять.
Вот она, Корженева. Доброе утро. Вскоре я вылез на перевал, и с него открылся вот такой вид. Вот она, тропинка. И вот она, речка. Вот ледник, с которого валят камни. А вон нам навстречу, или это не навстречу, идут какие-то восходители. Нет, они идут переходить речку. Вот видите тропу? Нам туда. Это, наверное, турок и аргентинец, которые ночевали. Побоялись вчера перейти речку. Решили перейти сегодня рано утром. Вот Корженева. Это ничего, братцы, что я иду и сам с собой тут разговариваю. Но фактически я же представляю, что разговариваю с вами, а вы уютно расположились около телевизора или монитора с чашечкой кофе и идете со мной вот к этой камнеопасной речке. Надо одеть каску и чутка передохнуть. Ну чё, Синичка, давай помолись за нас, чтобы мы аккуратно перешли эту речку. Ну чё, братцы, двинули? Пожелайте нам удачи. К сожалению, файл, в котором я перехожу речку, самый опасный участок на маршруте, оказался битым. Звук есть, а изображения нет в самом интересном месте. Стареет моя Сонька. Ей как-никак уже 7 лет. В 2016 покупал. Ну да ладно. Перешел без потерь, слава богу. А комментарии вставлять не буду. Все равно на следующий год все поменяется. Вот за этим камнем можно опять спрятаться. И вот сразу резко вылазить на склон. Потому что тут все летит. Сейчас просто утро. А после обеда вытаивает вот эта речка. И здесь с этого ледника летят камни. Hello. How are you? Fine. Good weather. Very good. Maybe tomorrow same. You sleep here? Yes, this side. Oh, this thing? No danger. No, this is not Окей. Это по тропе приближается к речке. Покуривает турок. And you? I'm go back to base camp. From camp 2? Yes, I sleep camp 2. Good, good. And rest one day, go back. And go to summit? I don't know.
Maybe yes, maybe no. I don't know. Be careful and good luck. Oh. Have a nice day. Yeah. Bye. See you later. Это Золи. Он оставлял мне комментарий на моем YouTube канале. И вот встретились в горах. Итак, время 10:12. Почти 4 часа я ползу. Сделаем первый привал. Фу. Где-нибудь на этих камнях. На тепленьких. Высушим обувь. Попьем воды. Как там у вас чаек-то? Не остыл? Кофе заварили, допили? Вот так вот. Отдохнем чутка. Носочки высушим. И пойдем догонять братву. Хорошо. Вот что знаешь погода. Сидишь, любуешься на коммунизм. Где-то там сейчас пашет Руслан со своей командой. О рекордном восхождении Руслана Калунина и его многочисленной группы я обязательно расскажу вам в одной из следующих серий. Обещаю, что снова будет интересно. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Вот стоянки 4900. У меня альтиметр показывает 4819. Отсюда примерно час идти до лагеря. Вон он. И тут я неожиданно для себя потерял тропу. Поэтому давайте закругляться. Дайте мне время до следующей серии, и я обязательно ее найду. Непонятно, где тропа. Это что ли? И напишите в комментариях, как вам такой формат со всеми подробностями и съемкой от первого лица.